Прямо сейчас на Озон вау распродажи до 80%. Ловите вау-цены каждый день на разные категории от электроники до товаров для дома. Успейте за скидками. Всем привет, Карнала, Гоша и Моди. Гоша Карцева, а я Гоша Карцев. Сегодня в гостях у нас, не поверите кто, это та самая Эдна из суперсемейки. Всем привет! Дора сегодня в гостях. Это рубрика «Угадай звезду по фото», где у нас, у людей спрятаны лица огромным грустным смайликом, и нам нужно определить по одежде или по фотографии, кто перед нами сейчас, и поставить в конце баллы, где 5 — это отлично, как в школе, а 2 — это... Плохо, неудовлетворительно. Таким образом, мы выясним самых стильных по нашему мнению. И кто отгадает больше всего, в конце получит подарок. Реально? Да, у нас появился подарок теперь. Круто! Я, получается, первая, у кого будет подарок какой-то? Ну, вторая вообще, ну ладно. Теперь есть мотивация, я вообще азартная. Как дела вообще, расскажи. Все отлично, готовлюсь к выпуску альбома. Я думаю, что он уже, наверное, вышел. Если вышел, то ссылки все в описании. Если нет, то ждите вот на днях. Альбом называется Love Songs. Мы сегодня будем отгадывать звезд эстрады, которые начали свою карьеру и начали петь. Большая часть из них до того, как ты родилась. И мне интересно, сможешь ли ты напеть какой-то трек или нет. А поэтому каждый раз, когда мы кого-то будем отгадывать, еще задача быстро вспомнить песню. Будем сейчас фаниться жестко. Но мне кажется, это Иванушки. Ну, их трое. Мне такое прикалывает. Это вообще как юбка, да, выглядит? Да, это юбки, супер широкие штаны. В нулевые в России люди были такими смелыми в плане стиля. Столько реально прикольных решений. Вот хочется, чтобы сейчас тоже так было. Мне нравятся штаны. Клетчатые. Да, и что-нибудь клёшь. И кеды как будто Рикова, знаешь? Да, есть что-то такое вайп. Это точно Иванушки спустя, мне кажется, какое-то время. Какое-то время, конечно, есть, да. Это Иванушки спустя какого-то стилиста. Сколько песен Иванушек ты знаешь? Давай, погнали. Тополиный пух. Жара, июль. У меня песни путаются с дискотеки Аварии. Пей пиво. Знаешь такую песню? Конечно. Пей пиво! Я бы спокойно 5 поставила, но к третьему у меня вопрос, поэтому я, наверное, бы вот четверочку поставила. Да. Кто это? Уф. Может быть, это из Five Star Family? Просто знаешь, как я определила? У нее, помню, в клипах такой начес всегда был на голове. Лоя. Да. Это вообще не моя эстетика. Мне, во-первых, вот эта юбка бесит. Это как будто какая-то просто шарф какой-то. И корсет, он как будто бы должен быть на веревочках, ну, потому что он такой треугольный. Ну, корсет, кстати, в целом мне ок. Или это не корсет? Это вообще пришитый корсет на платье. Как тебе такой фильм? Офигеть. Это принт корсета. Мне почему-то все равно кажется, что это вот как раз-таки из Five Star Family. Да, абсолютно верно. И зовут ее Лоя. Песня Лоя. Твой взгляд, твой смех, который так мне нужен. Я тебе просто напомнил, я не думал, что ты прям петь будешь. Да, все верно. У них еще была песня вот эта вот «Ты и я на расстоянии звонка». Нет, не знаю. Не знаешь? Я смотрела на РУ-ТВ этот клип 1000 раз. Она там на какой-то детской площадке крутится, на карусельке какой-то. Еще вот эти вот парни, рэперы рядом с ней читают. Короче, я знаю только ее один трек, и он меня разрывает. Какой? Внутри у него розы темно-алые. Знаю. И там как раз появился этот бант. И мне кажется, на мой взгляд, это довольно крутой и простой был стилистический прием, чтобы ее, во-первых, оставить в своем образе, но вытянуть из Five Star Family. Блин, мы на полном серьезе, да, сейчас это обсуждаем? Я бы 3 поставила. Но мне все равно нравится. У меня 3 с плюсом. Они все высокие, стройные ноги, супер секси выглядят, мне нравится. Y2K. Справа мы видим, значит, Инстрина. Слева ты с старыми волосами. Ага. На этой фотографии не очень нравится вот этот ремень, какой-то дурацкий. И, кстати, форма вот этих джинс тоже не нравится, что они такие длинные. Я, например, люблю, если джинсы длинные, я всегда такие покупаю, чтобы обувь какая-то высокая была, чтобы они вот, короче, так не выглядели. А это клёш еще, видишь? Да, я вижу. У меня, кстати, есть похожая какая-то юбка такая. Блин, какая-то есть еще одна группа, тоже там еще была с выдающимся бюстом. Это блестящая. Да, точно. Пусть будут блестящие. И это группа «Фабрика».
Ты вообще «Фабрику звезд» смотрела? Я была слишком маленькая, чтобы прямо ее смотреть, но я знаю этот феномен, и я знаю феномен «Фабрики». И в целом очень много артисток оттуда знаю. Они прикольные, они прикольные вообще. Группа «Фабрика» за стиль, ну не иконик. Я ставлю троян, подсказываю тебе. А я 4 поставила. Чисто женская солидарность. Ну, похоже на Нюшу. Вот именно прям супер ее ранние времена. Нет, это не Нюша. Нюша не сидела, думаешь, на покрышках? Нет, это уже что-то супер новое. Кто это? А кто у нас с гитарами был-то? Ну, это не Ранетки, нет. Итак, это певица Максим. Не, ну это позорно. Почему? Это реально позорно было не угадать, потому что татуировка у нее вот эта вот очень и очень знакомая, потому что она у нее на обложке ее вот этого релиза культового, она же там так вот стоит бочком. Блин, а мне кажется, что я не отгадала из-за цвета волос, потому что у меня ассоциация, что она рыжая. Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног, сердце его теперь в твоих руках, не потеряй его и не сломай. Блин, ты так классно, что ты пошла на эту провокацию. Круто. Я супер рад, что ты пришла, если честно. Да, я тоже. Я бы очень хотела сделать с ней трек, но, блин, мне кажется, просто сложновато до нее достучаться. Да нет, ты что, до певицы Максим? По твои слэмы, конечно, на концертах, и ее футбольные хулиганы. Ну, это просто идеальный матч. Это да, я про это все время и думаю, что вот, блин, вот мне как будто бы с ней было мега прикольно. Блин, круто. Я посылаю в космос, что это состоится. Ну, я не могу. Я 4 ставлю в любом случае, просто потому что это мое детство. Спасибо, Максим, за детство. Просто пытаюсь понять, кто это мог бы быть. Ну, смотри. «Чай вдвоем»? Например. Просто, по-моему, в группе «Чай вдвоем» как раз-таки один был высокий, второй пониже. Я такими сведениями не владею. Нет, наверное, не «Чай вдвоем». Эта ткань была популярна так в момент, когда тебя планировали родители. Я даже не знаю, что это. Я просто даже сейчас я смотрю на этот красный бордовый костюм. Я не понимаю даже, что это. Это такая ткань, я не знаю, как ее назвать. Она... Друзья, помогите. Сатин как? Ну, нет, она скорее как типа такой синтетический шелк, чуть плотнее, чем шелк. И она была всех сочетаний разных, то есть фиолетовый с зеленым отливом. Это еще самое спокойное. И в 2000-х из этого делали шторы в бесконечном количестве. Мне не нравится. Ну, понятное дело, потому что это группа «Руки вверх». Реально? Да, они вот так выглядели в молодости. А мы пересматривали песню «Студент», я не знаю, знаешь ли такая или нет. А у Сергея Жукова там челка, знаешь, такая армейская, когда вот здесь все коротко, да, а здесь вот так. Она у него на полном серьезе там. И у меня есть фотография, когда я малой слушал «Малой». У тебя такая прическа? И у меня такая прическа. Забирай меня скорее. Возле за 100 морей. Ай-яй-яй, девчонка. Да. Про Алёшку? Нормально. Вот так, наверное. Ну, вы в наших сердцах. Милашка, вайб какой-то прям. Как будто бы это подросток, если честно. Как будто это кто-то с «Фабрики». Ну, Я да. помню, на канале Дисней же шли вот эти вот всякие Майли Сайрус, Селены Гомес. И вот очень часто стилисты Диснея очень любили их вот так одевать. Да, это прям был хит сезона. Пока не понимаю, кто это. Алекса, все верно, это Виктория Дайнеко. она вообще тут какая-то супер... Ну, могли бы вот фотографии выбрать, где она уже постарше, так вообще непонятно. А я пойму все по глазам. О, это точно! Же вообще, это супер имба песня. Вот для меня она лучшая. Я пойму все ты клип помнишь? Там? Нет. Там клип прикольный. Грустит в квартире, тишина, а в чашке недопитый день. Я так и любила эту строчку. Вот это «а в чашке недопитый день». Это в этой же песне? Да. Ну и еще я очень любила, кстати, как Виктория Дайнеко в «Рапунцель» пела. Она пела в «Рапунцель»? Да, вот эти все песни культовые, это она их исполняла. Виктория Дайнеко вообще в целом супер. Хочу камбэк Виктории Дайнеко. Мне, к сожалению, ничего не нравится. Удовлетворительно. Ну да. 3 это значит удовлетворительно.
Когда я путешествую по России или за рубежом, будь то рабочая поездка или формат отдыха, прежде всего я бронирую уютное, стильное и удобно расположенное жилье в центре города. Избежать любой головной боли помогает Отелло. Booking предлагает выбрать отель, апартаменты, хостел, глэмпинг или гостевой дом. Что угодно, на любой вкус, цвет и кошелек. В подборе жилья вам помогут внутренние фильтры. А когда приедете в новый город, используйте специальную карту в приложении. Так будет проще ориентироваться в любом месте и придумать, чем заняться. Кстати, мои друзья, которым я уже рассказывал про Отелло, в ближайшее время стартанут в Сочи. Там сейчас заметно теплее и солнечнее, чем в Москве. Смотрите, какие симпатичные варианты мы нашли на Отелло. Кроме комфортного бронирования и круглосуточной поддержки, Отелло дает возможность оплатить до 99% стоимости проживания бонусами Сберспасибо, частями или получить 10% кэшбэк бонусами на карту. Это я проверил лично и не раз. Ну и еще. Друзьям я дал рекомендацию. А вам дарю промокод КАРЦЕВ10 на скидку 10% при первом бронировании. Бронируйте отели на Отелло. Это похоже на Виагру. Потому что их 3, да? А если их 4? А можно еще одну фотографию? Да, пожалуйста. Не, это блестящее. Вот это точно блестящее. Почему? Не знаю, просто сердце так подсказывает, что И это... оно тебя не подводит, потому что это блестящее. Они с года твоего рождения функционируют, даже пораньше чуть-чуть. Вот у них есть песня, я не помню, как она называется, вот это «Не виноватая я, не виноватая я». Это же блестящее. Это фабрика. Реально? Вот это та-та-та-та-та-та. Блин, вот для меня, кстати, в детстве, вот что блестящий, что фабрика, еще была куча девчачьих бендов, они как будто бы для меня собрались воедино, и я просто песни знала, но я не могла отличить, кто есть кто. Они делали хаус, во-первых. Первый альбом. Какой-то даже минимал, эмбиент местами. Есть треки, в которых практически нет вокала. И они, потому что Жанна любила рейв, то есть она была супер прошаренная такая. Они были довольно дерзким проектом. И у них очень кислотные клипы. Тебе очень понравится. И они много заигрывают со всяким таким бэйби-кором. Типа они малышки такие, типа... Там только там трек. Вообще, цветы обожаю. Вот все, что они делали. Ну, и новогодние. какие у них популярные песни? Мне кажется, самый популярный — это уже не самый лучший период. Это типа ай-яй-яй, бананы, кокосы. Вот такое всякое. Знаешь такое? Нет. Ай-яй-яй, Это вообще не апельсиновый популярно. рай. Почему не популярная? Вот мы с Кристиной, вот с моим менеджером одного года. Ты вот знаешь эту песню? Какую блестящих ты знаешь песню? Восточный. Вот, это тот же период. это я мне кажется, знаю. чуть ли не один альбом. А потом они уже начали петь бананы, кокосы. Вот для меня просто как раз-таки блестящие — это как раз-таки восточные сказки. Нет, да там еще очень много стиля лежало в этом. Стиль мне их здесь на этих фотографиях нравится. Я вообще считаю, что это один из самых стильных проектов русских. 4 с плюсом. Прям удовлетворительно. Я бы 5. Ну давай поставила. 5, окей, 5, я. Я, если честно, когда смотрю, ну вот как раз-таки выпуски твои, где люди угадывают, я иногда такая сижу, блин, это так просто. А сейчас я что-то сижу и думаю, блин, это жесть. Вот и как можно понять, кто это? Ну, мне кажется, может, это Бьянка? Либо Нюша, либо Бьянка. Чего? Там у Бьянки жопа. Ну нет, это факт. Ну да, ну... Извините за объективизацию, я приношу извинения. Ну тогда пока что, наверное, Нюша пусть будет мое предположение. Нет. Нет, Нюша так не одевалась. Вот эта подтанцовочка прикольная. Дорогая, да? Сразу же подтанцовку видим? Да, вообще стилево. Хорошо. 3, 2, 1. Нюша, это Алсу. Чё, у Алсу такая подтанцовка была? Алсу просто, не поверишь, был супер огромный коммерческий проект. Во-первых, я не знаю, знаешь ты или нет, она ездила на Евровидение. Да, знаю. У нее были супер дорогие клипы. Юрий Грымов я снимал, я не знаю, видела ли ты «Зимний сон». И она была русской Бритни. Я не могу сказать, что это плохо. В целом, Но мне... ты представляешь, что этому 100 лет еще? Этим фотографиям лет столько же, сколько тебе. Ну, понятно. Я бы 4 поставила. Я тоже вообще 4 с плюсом, потому что это прям молодец. Вот, кстати, вот Алсу мне никогда в детстве не привлекала почему-то, не знаю. А песня, ладно, привлекала, не привлекала. Нет, вот именно даже песен я не запомнила. Что день, когда ты мне приснился и все придумала сама? Нет, вообще не отзывается нет. в сердце? Но сет мне нравится. Прикольно, Сет супер. с машиной, очень состилизованно, прям прикольно, стильно.
Кто же у нас кудрявый был? Кто угодно. Все, реально, тогда на сцене кудрявый, правильно. Нет, тут мне нравится, все прикольно выглядит очень. Да, даже как будто бы неожиданно. Филипп Киркоров. Exactly. Молодой Филипп Бедросович. Я, если честно, вот этой фотографии поняла, что это он, потому что видно, что он супер высокий, и у него же тогда вот эта шевелюра была жесткая. Ну, тут вообще все прикольно. Для того времени мне очень нравится, как тут вообще он заигрывает с образом вампирюги. Да, он часто... Скажи мне, пожалуйста, а ты когда-нибудь смотрела клип или слышала трек «Мышка» от Филиппа Киркорова? Нет. Он решил в какой-то момент, что он Мерлин Мэнсон. Да, реально, да. хотела сказать. И такой, типа, ну, тебе меня не узнать, теперь я летучая мышь. Без лишних слов. Ой. Это Анна Плетнева. Во-первых, она всегда так одевалась и одевается, мне кажется. Да. Вот это вот винтаж ее эры. Ну, я почему-то прям уверена, что это она. Ну да, вот эта плохая девочка, сразу видно. Вот последняя фотка меня смущает. Вот реально. Но твоя финальная версия? У нас же никогда блондинка-то, наверное, не была. Опять твои любимые чулки. Это она у Лои взяла певица. Ты поняла? У нее тут, значит, удав, да? Ну вот тут опасная девушка. Понятно? Ну, мне кажется, что это реально Анна Плетнева. Ну, конечно, это Анна Плетнева. Этой съемки не да, помню. это в парике она. Это, мне кажется, кстати, может быть и плохая девочка. Что, песни? Ну, конечно. Он меня байтит. Давай. Ева, я любила тебя. Ну, это гость из будущего, ладно. Твои пластинки слушала я. А я думал, будет неистовый зверь. Неистовый зверь, мой повелитель, моя колыбель. Я, кстати, в детстве винтаж очень жестко любила, но поскольку я была маленькая, я не понимала вот этого всего сексуализированного, поскольку мне было сколько лет, 6. Сразу скажу, что мне такое не нравится, но ей это идет. Кстати, почему-то да, реально. Вот, у меня нету дисбаланса. Есть вот люди, которым вот просто идет эта одежда по дефолту, они нашли реально себя, они в своей эре. Да, ни тебе, ни мне подобное не подходит. Ей это все как будто типа идет, но все равно это, наверное, мне не близко, поэтому вот так. Never, never let you go. Это Дима Билан 100%. Как вот ты поняла, что это Дима Билан? В смысле? Ты думаешь, это он подпрыгнул? Ну, это его фирменный вот этот прыжок. Его же еще кучу фотографий ему заставляли делать, где он вот это вот изображает. Ну, я отвечаю, это Дима Билан. Если нет, если это не он, я убьюсь об стену. И, внимание, Дора убивается об стену. И это Дима Билан. Я понял, что все одевались как Дима Билан. Джинсы, все обожали эти бляшки гигантские, все носили белые кроссовки, майки он популяризировал. Прическа даже у меня, не поверишь, такая была. Реально? Да, у меня, не знаю, найдем мы или нет, у меня вот здесь вот такой чуть-чуть, ну, тут был, ну, я чуть здесь сделал подъем, а здесь у меня было длинное малет. Поэтому я ставлю твердую 4 Билану. А я ставлю 5. Какая-то Лара Крофт немного. Диско Лара Крофт. Вообще непонятно, кто это. Может, это Жанна Фриске? Мне кажется, это реально Жанна Фриске. Какая красивая стена. Это Жанна Фриске. Ну вот я просто помню, что она была супер фэшн. Какая в голове? Ну, отставим, какая? 5. Тут автоматически 5. Она для меня была очень красивая. Я еще помню, что я когда смотрела и «Дневной дозор», и «Ночной дозор», она просто для меня... Она супер айконик вумен. Она просто песня. Я сяду в машину. И вот, я же ждал ее, конечно же. По серпантину. Да. Прям ощущение, что это глюкоза. Глюкоза. Скрытая платформа. Слава богу, что нас пронесла. Слава богу, что она не вернулась. Можно еще фотографию следующую? Пожалуйста, вот такую, перевязанную веревками. Кстати, это был довольно крутой бренд. Мне нравился в какой-то момент, но это платье, оказывается, не прошло испытание историей. Диана Караулова. Ну вот прям как будто бы на первой фотографии прям глюкоза мне вот отдает. А на второй? Татьяна Буланова. Ну вот это, кстати, свитер прикольный вообще. Мне нравится. Он угарный. 3, 2. Ну, короче, пусть будет глюкоза. Глюкоза. Конечно же, это Полина Гагарина. Кстати, вот теперь этот образ ужасно выглядит. Вот это, наверное, для меня вообще 2.
Но именно этому периоду. Ну да. Вот просто вот эта вот эра кожанок с этими юбками, вот эти вот лабутены. Короче, это прям все очень странно. Я просто специально вставил эти фотки, чтобы показать, до какой степени круто, что артистка нашла себя. Да, она жестко изменилась. Да, она нашла свой стиль. Он у нее очень узнаваемый, простой, но понятный, подходящий для широкой аудитории. Вот это вот «Попроси у облаков». Лучшая, колыбельная, лучшая песня. Я вообще обожаю. Сейчас вот эти вот еще у нее песни такие надрывные. Блин, у меня вот просто в голове сейчас играет тупо «Попроси у облаков» и не переключается. Да, этого достаточно. Ты видела, что она собрала Лужники? Да. Я просто езжу туда на тренировки, прям рядом. И она очень... Я выхожу, понедельник, концерт. И еще я видел, что она очень сильно заранее начала анонсы. Короче, и я за свои бабки... Потому что я услышал, как она распевается. Концерт в субботу, а она распевается в понедельник. Я думаю, вы что там готовите, что вы с понедельника там делаете? И я за свои бабки купил и пошел на концерт. Это реально мощно, когда в полной тишине спектакль окончен, орет стадион. Орет стадион. И кто бы что ни говорил, респект полный, потому что это выглядит просто... Ты понимаешь, сколько человек работал, как она отпахала 2,5 часа на каблуках. И я почему эту историю еще вспомнил? Потому что она со сцены говорит: я хочу, чтобы вы этот вечер не забыли никогда, говорит Полина Гагарина. А я ничего в этот вечер не ел и тусовался в ложе, извините меня, за 15 тысяч рублей. И там единственное, что я мог себе позволить из еды, это был нарезанный арбуз. Класс. В стаканчике. И я съел этот арбуз, и в 3 ночи ко мне приехала скорая, которая 3 дня меня потом откапывали капельницами, потому что я отравился. И этот вечер Полина Гагарина я не забуду никогда. Бедный Гоша. Да. Бьянка. А это? Бьянка. А это? Бьянка. А Бьянка королева чего? R&B. Любимая песня Бьянки? Прям любимая. «Потанцуй со мной». Это Тимати и Ксения Собчак. Нет. Я так люблю эту музыку. Потанцуй со мной. Я не знаю этот трек. Наступит ночь. Точно. А мой Акеда. Ты любишь песню Кеда? Медленная такая песня, единственная у него. Были танцы. Были танцы. Ты нормально, ты шаришь за Бьянку. Она супер икона. Она очень индивидуальна. Ее что стиль одежды, что ее стиль исполнения. Он супер фирмовый. Это вот то, к чему должен любой артист стремиться, быть фирмовым. Я вот так ставлю. 4. Это серебро. По центру это очевидно Серябкина. Я прям уверена, что это серебро. Очевидно Серябкина? Ой, не Серябкина, а Темникова. Извиняюсь, да, Темникова. Просто, во-первых, они всегда одевались очень так одинаково, чуть ли не в одинаковые комплекты. У них прям такой вайб группы был жесткий. Это точно, это 100% серебро, отвечаю. Да, серебро. Я честно скажу, мне всегда серебро больше, чем Виагра нравилось. Им очень идет. Мне на самом деле кажется, что я очень предвзята вот именно к прошлому, потому что это мое детство, и я вспоминаю там всякие клипы, и реально так одевались все, что у меня нет вайба того, что я хочу это жестко засрать. Вот так. Наверное, вот так. Мне нравится, также он ставит 3. Просто я понимаю, что я сейчас поставлю, а потом будет рейтинг самых стильных, там будет группа серебро. Но на самом деле, они стильные все равно всегда были. Конечно, да. Ладно, 4. Темникова супер стильная, я обожаю Темникову. Мама Люба, понятно, Баян. Да. У них вот это «Ми-ми-ми» да. было. Старые песни тоже мне очень много нравилось. «Что мне делать?» Сладко, которая песня. А знаешь, какой мой любимый был клип вообще? Я восторгался. Это где было много нарезок, знаешь, как в Тумблере, где они дома снимали, подкидывали котов еще, муку разбрасывали. «Мало тебя», мне кажется, это. «Мало тебя», да. «Мало тебя» тоже крутой трек. Да. Ух, это реально для меня сложно. Вообще пока не понимаю. Жесть. Просто без эмоций. Что, у нас были такие звезды? Да. Попутчица. Угонщица скорее. И угонщица в том числе тоже. Блин.
Ну ладно, это была подсказка. Это певица Слава, дорогие друзья. Чё? Она была такой? И ты можешь себя представить? Она была супер, во-первых, стильной, когда ей была песня «Одиночество, сволочь», она там ходила в бальмане, вся на моде. И вот в этой попутчице она просто откровенно ползала по этому... Офигеть, у меня даже понятия, предположений даже не было, что это может быть Слава. Я люблю, когда смело что-то делают. А какие песни певица Слава, ты знаешь? Ну вот «Одиночество, сволочь». Ну, хорошо. Просто какой-то чел, вот так бы я... Он типа ничем не выделяется, просто база нулевых. Рэпер. Почему? Не знаю, какой-то, знаешь, рэперский фон, что ли. Как будто Рутин Макс фоткал рэпера. Ну не, это вообще... Стоп, не-не-не. Ну говори мысль. Тут как будто это Егор Крид стоит. Егор Крид, да. Готова? Нет, подожди, я, наверное... Нет, мы же про прошлое, про нулевые. Какой Егор Крид? Совсем с ума сошла. Не, вот тут реально вот ничего в ум не идет. Ну да, потому что это я. Реально? Это мои супер рандомные фотки. Серьезно? Да. Им уже лет 5. Ну вот тут я подумала, если честно, что будет Яникс. Она же такой может... Яникс — это комплимент. Нет, просто я объясню, почему. У него как будто бы была какая-то похожая фотография в таком интерьере. Он как будто очень любит вот обтягивающие лонгсливы. Он реально на многих шоу ходит, вот конкретно в похожих. Ну и плюс у тебя тут как будто кожа, руки немножко загорелые. Я сразу подумала, что сейчас тут косички, наверное, пойдут. Вот, а вот это как будто бы, так Егор Крид одевался, нет такого? Да, это вообще ты гонишь. Я иногда смотрю, конечно, на себя, думаю, твою мать вообще. А что, собственно, происходит? А как тебе размер вот у скота этих джинс? Ну вот поэтому мне показалось, что это супер, как, знаешь, типа на 10-е годы. Но это при этом не 10-е годы, это 15-е, 18-е. Это так лет-то всего назад. Немного. За Егора Крида, Яникса и какого-то чела. Да. Оценку. Ну, вот так. А любимая песня Гоши Карцева? Есть песня. Конечно. Драм энд бас. Это кто? Это я. Нет. Я. А это? Это я. Ну, это тоже я. Это уже старый. Сколько? 2 года фотографии? Правильно, это Дора. Ура, я угадал. Любимая песня Доры? В новом альбоме. Какая? Вот сегодня, вот сейчас, в данный момент. Под номером каким, скажи? Просто номер. Кошки. Кошки? Нормальное название. Кошки на сердце, вот так. Я так и думал, что они там скребут. Я вообще не люблю себя оценивать. Ну, придется. Вообще не люблю. Как себя можно оценивать? Ну, повысь себе самооценку, мол, ты должна про себя только говорить, только хорошее. Ну, я вот я бы себе поставила 4. Скажи, что ты молодец, давай. Я молодец. К терапевту, дорогие друзья. Итак, мы сейчас узнаем, кто самый стильный человечек по нашей версии. У нас есть 3 места, начнем с 3-го. Иванушки, Алсу, Бьянка, Серебро. Ну, неплохой состав, кстати, стильные ребята. Да. На 2-м месте с 9 баллами только 1 человек. Дима Билан. Ну, заслуженно, я считаю. Заслуженно. И на 1-м месте блестящая Жанна Фриске, Дора. Блин, мне очень приятно быть в таком списке. Отличный список, дорогие друзья. Итак, а сейчас мы узнаем, кто же сегодня отгадал больше всего. Ну, конечно же, ты, поэтому ты получаешь подарок. На. Это тебе. Это что? Это new collection? Это new hot. Только что. О, собственно. Блин, это супер милая. Какая металлизированная, прикольная. Посмотри, как с ногтями моими вообще. Да, скажи, я обожаю упаковку. Я тоже люблю. Вау, это сережечка? Каф? Я не вижу, что там. Ну, блин. Да, это одна из моих любимых изделий. Это серьга, моносерьга. Вау, класс. Чпок. Очень такое прикалывает меня. Кстати, вот такие сережки, они удобнее всего. У меня такая одна появилась, которая закручивается, и ты ее никогда не потеряешь. Ну, я рад, надеюсь, ты будешь носить. Спасибо огромное. Спасибо огромное, что пришла. Друзья, лайк, шер, коммент, подписка. Собственно, и все. Пока! На скольких концертах я был? На 3, отвечаю. Нет. Где был медведь, у меня была такая розовая мотокуртка.
Да, Там я еще... был на нем. Да. Ты еще, по-моему, был с The Queen на концерте, где я была в главклабе, у меня были косички. Это не тот же самый? Нет, это разные. Да, это разные концерты. Да, офигеть. И еще последний, у меня был белый корсет, и ты на него тоже приходил. Но это был зимний, это был прям... А когда был зимний? Ребят, у меня, возможно, деменция, реально. Я был на 3 концертах. Но это всегда разрыв. Я вам очень сильно советую. Дора хороша, но живьем хороша атмосфера. Ох! Спасибо большое. Ох, атмосфера супер. А еще почему я ни разу не крикнула «Эй, Дора, готова»? Уже баян, потому что... Ну, это же любимое, ну как так? Я не могу. Когда первый раз у нас была съемка с Дорой, это вообще, вот работать с исполнителями очень тяжело, потому что ты просто сидишь, вот так смотришь, а у тебя в голове вот так вот на репите это играет. Песни прокручивать. Да, это просто постоянно.